Всем привет! Изначально я хотел представить возможность замены материнской платы на iPhone 6s Plus в домашних условиях, но все пошло не по плану. Начну по порядку. Изначально презентованный мне данный смартфон при включении висел на яблоке, а через несколько секунд на нем появлялись полосы, затем и вовсе перестал включаться. Отнеся его в мастерскую, спустя пару недель препараций мне предложили заменить мамку общей стоимостью, включающей работу и саму плату, 8000 рублей. От чего я отказался и решил заказать ее самостоятельно на AliExpress. Спустя пару недель ожидания мамка пришла. Собственно, теперь айфончик остается разобрать и выполнить замену. При снятии передней части с дисплеем я заметил отсутствие крышек, позволяющих фиксировать коннекторы, а также немалого количества винтиков, в том числе на передней части корпуса у разъема питания. Правда, обнаружил я это, принеся его домой после сервисного центра. Для ремонта воспользуюсь представленным набором, в который входят небольшие отвертки. В процессе демонтажа выяснилось, что плюсом ко всему кабель Wi-Fi антенны у разъема подключения оборван. Извлеча штатную материнку, остается ее заменить на присланную из Китая. При беглом визуальном осмотре я заметил небольшие следы от крепления, что наводит на мысль бэушной платы. Восстанавливаю ее в обратном порядке, как доставал старую. Оторванный кабель Wi-Fi антенны я плотно установил в коннектор. Конечно, это не решает проблему в полной мере. Собрав таким образом iPhone, попробуем его включить. Но вот на нажатие клавиши он почему-то не реагирует. В таком случае запитаю его от зарядного устройства, подключив кабель. После этого на дисплее появилось изображение, которое начало мигать. Спустя несколько секунд стало понятно, что заряд аккумулятора на нуле. Немного подождав, смартфон прогрузился и заработал, что не может не обрадовать. Только вот при переходе на главный экран появилось сообщение, что Touch ID отключен, по причине отсутствия такой функции у материнской платы. Теперь посмотрим, как работает камера. И тут выясняется, что изображение она не выводит так же, как и передние. Что касается доступа в интернет по Wi-Fi, то немного побороздив его просторы, критично медленной работы я не заметил. Хотя, согласно приведенному спид-тесту, скорость значительно меньше по сравнению с предоставляемой провайдером, составляющей 75 мегабит в секунду, и той, что на соседнем айфоне. Еще немного потестив аппарат, я решил обновить установленную на нем операционную систему на последнюю версию, благо она успешно развернулась. Плюсом ко всему, а вернее минусом, выяснилось, что фонарик тоже не работает. В результате всего лишь небольшого экспресс-теста смартфона было установлено, что у него не работает клавиша включения, обе камеры, вспышка и, по всей видимости, из-за кабеля скорость приема передачи данных по Wi-Fi невысокая. Чтобы можно было в штатном режиме включать и выключать iPhone, попробую устранить сложившуюся проблему путем замены шлейфа кнопки включения на новый. Для этого снова разбираю агрегат. Частично добравшись до шины, можно видеть, что она, как это ни удивительно, порвана. Полностью достав шлейф, весь масштаб бедствия выглядит данным образом. Хочу заметить, что в отличие от замены материнской платы, в этот раз я затратил больше времени, что собственно и логично. Собрав все детали в обратном порядке, проверяю, что из этого вышло. Нажав на клавишу включения, спустя миг небольшого ожидания смартфон запустился. После окончательной загрузки, на главном экране открыв камеру, конечно же ничего не изменилось, а фонарик также не заработал. Подводя итоги промежуточного ремонта, помимо замены материнской платы пришлось сменить шлейф кнопки питания. Еще остается выяснить и устранить неисправность камер с фонариком, что может быть связано с китайской платой, а также необходимо заменить Wi-Fi антенну. На этом у меня пока все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.